Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем очень интересный, но очень-очень простой узор спицами. Узор всего из 12 рядов состоит. Ширина полосы у меня получилась 14 сантиметров. Набирала для полосы 32 петли, 30 петель плюс 2 кромочные. Пряжу брала полушерсть в 100 граммах 100 метров. Узор получается очень объемный, интересный. Можно использовать в шапке, можно и связать плечевые изделия, ну и многое-многое другое, на что хватит фантазии. Вот я уже начала вязать полосу. Вот в расправленном виде ширина полосы 14 сантиметров. Узор очень красивый и очень-очень простой. Видео могло получиться гораздо короче, но я все-таки объяснила каждый ряд, чтобы вы не запутались. Итак, повязку вывязывала на 32 петлях, набирала 30 плюс 2 кромочные. И начинаем вязать первый ряд. Можете до этого связать подготовительный ряд изнаночный, а потом уже приступать к первому ряду. Итак, первый ряд. Кромочную снимаю, не провязывая. 3 изнаночные петли, вторая, третья, провязали 3 изнаночные, лицевая петля, провязали 2 изнаночные петли, первая, вторая, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, первая, вторая, третья, лицевая петля, 2 изнаночные петли, лицевая петля, провязали 2 изнаночные петли, провязали, лицевая петля, 2 изнаночные, первая, вторая изнаночная петля, лицевая петля, провязали, 3 изнаночные петли, 2, 3, провязали, лицевая петля, 2 изнаночные, провязали, лицевая и 3 изнаночные петли, 2, 3, провязали 3 изнаночные петли. У нас осталась одна петля кромочная, ее провяжем изнаночной. Вот у нас готов первый ряд. Все нечетные ряды, кроме 7-го, вяжем одинаково. Переходим ко второму ряду. Итак, второй изнаночный ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. 3 лицевые петли, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, первая, вторая изнаночная, третья, четвертая изнаночная, провязали, 3 лицевые, провязали, 4 изнаночные, 2, 3, 4 изнаночные, провязали, 2 лицевые, 1, вторая, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые, 1, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4,
провязали 4 изнаночные, 3 лицевые, 2, 3 и последнюю кромочную провяжем изнаночной. У нас готов второй ряд. Все четные ряды в этом узоре вяжем одинаково. Переходим к третьему ряду. Его вяжем точно так же, как первый ряд. И все нечетные ряды, кроме 7-го ряда, вяжем одинаково в этом узоре. Первую сняли, далее 3 изнаночные петли, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные петли, провязали, лицевая петля, 2 изнаночные, первая, вторая, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, лицевая, 2 изнаночные петли, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, вторая, третья петля и последнюю кромочную провяжу изнаночной. Третий ряд готов. Переходим к 4-му ряду. Все четные ряды в этом узоре вяжутся одинаково. Первую снимаю, не провязывая, 3 лицевые, провязали, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, 3 лицевые, вторая, третья, провязали, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, провязали, 2 лицевые петли, провязали, 4 изнаночные петли, провязали, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные, вторая, третья и четвертая, также их провяжем изнаночными, 3 лицевые, первая, вторая, третья и последнюю провяжем изнаночной. Закончили вязать ряд, переходим к следующему ряду. Итак, начинаем 5-й ряд. Все нечетные ряды, кроме 7-го, вяжем одинаково. Кромочную сняли, не провязывая, 3 изнаночные петли, лицевая, 2 изнаночные, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные, провязали, лицевая, 2 изнаночные, провязали, лицевая, 3 изнаночные петли, провязали, лицевая, 2 изнаночные,
первая изнаночная, вторая изнаночная, провязали, лицевая, 3 изнаночные и последнюю петлю провяжем изнаночной. Вот такой узор у нас уже получается. Переходим к 6-му ряду. Все четные ряды в этом узоре вяжем одинаково. 6-й ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая. 3 лицевые петли, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые, 1, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые петли и закончим ряд изнаночной петлей. И переходим к 7-му ряду. Вот этот ряд у нас, он отличается от лицевых рядов, которые мы вяжем одинаково. Здесь нам понадобится дополнительная спица. Переходим к 7-му ряду. Сейчас покажу, как этот ряд сделать. Вот он единственный отличается. Первую петлю снимаем, не провязывая. 3 изнаночные, 1, 2, 3, провязали, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные петли, 2, 3, провязали, дошли до косы. Здесь нам надо перекрещивать петли. Снимаем на дополнительную спицу 6 петель и оставляем эти петли перед работой. Оставили петли перед работой, и теперь с основной спицы провязываем лицевая петля, лицевая, провязали, 2 изнаночные, первая изнаночная петля, вторая изнаночная, провязали и лицевая. Мы провязали лицевую, 2 изнаночные и лицевую петлю. Теперь берем вспомогательную спицу, переносим 2 петли на основную, переносим 2 петли на основную спицу, 4 петли оставляем пока перед работой на дополнительной спице. Теперь с основной спицы провяжем снятые петли изнаночными. Первая изнаночная петля и вторая изнаночная петля. Провязали, и теперь останется провязать петли с дополнительной спицы. Будем провязывать следующим образом: лицевая, 2 изнаночных, и лицевая петля. Мы перекрестили петли. Далее продолжаем ряд.
уже без дополнительной спицы. 3 изнаночные, лицевая петля, 2 изнаночные, провязали, лицевая и 3 изнаночные петли. Последнюю петлю провяжу изнаночной. Ряд закончен, переходим к следующему ряду. Переходим к 8 ряду. Все четные ряды в этом узоре вяжем одинаково. Первую петлю снимаем, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 2 лицевые, провязали, 4 изнаночные, первая, вторая, третья, четвертая изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, у нас осталась последняя кромочная, ее провяжем изнаночной и переходим к 9 ряду. Все нечетные ряды, кроме 7, вяжем одинаково. Итак, 10 ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая, 3 изнаночные петли, 2, 3, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные, 2, 3, провязали, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, провязали, 2 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, провязали, лицевая, 2 изнаночные петли, лицевая петля и 3 изнаночные петли, 2, 3. У нас остается последняя кромочная, ее провяжем изнаночной. Можно переходить к следующему ряду. Напомню, все четные ряды в этом узоре вяжутся одинаково. Первую петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые, 4 изнаночные петли, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые,
провязали 3 лицевые петли, 2, 3 и последнюю провяжем изнаночной. Готов 10 ряд, переходим к 11 ряду. 11 ряд вяжем как все нечетные ряды в этом узоре. Все нечетные ряды здесь похожи, отличается только 7 ряд. Итак, снимаем петлю не провязанной, 3 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные, 1, 2, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные и последнюю кромочную провяжем изнаночной. Готов 11 ряд. Теперь переходим к 12 ряду. Он вяжется точно так же, как все четные ряды в этом узоре. Первую петлю снимаем, не провязывая. 3 лицевые петли, 2, 3, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые, провязали, далее 4 изнаночные, провязали, 2 лицевые, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, четыре изнаночные, первая, вторая, третья и четвертая. Провязали. Теперь 3 лицевые петли, последнюю кромочную петлю провяжем изнаночной. Теперь узор будем повторять с 1 по 12 ряд. Вяжем полоску, ну или полотно нужной нам ширины и высоты. Я буду вязать равный обхвату головы. Хочу попробовать сделать шапку или что-то в этом роде. Вот такой узор получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!